Музыка – одно из самых классных удовольствий для человека в современном мире. Музыка с десятилетиями эволюционирует, как и множество другое, в нашем мире, но многие ли задумывались, как именно музыка влияет на человека, приносит ли она пользу или же огромный вред? Ведь что может случиться с вами, просто прослушивая музыку, это же не употреблять сигареты или алкоголь, которые в свою очередь сильно воздействуют на человека. Музыка дает нам всего лишь эмоции позитивные, либо же негативные, все зависит от жанра музыки и самой ее восприятия. Несмотря на эти безобидные качества, я вам смело могу заявить, что музыка является гениальным программированием человека. Думаю, многие либо ужаснулись, либо засмеялись, услышав данную фразу. Давайте рассмотрим все поподробнее. Прослушивая музыку, вы прослушиваете творение определенного автора, который в своих песнях преподносит свои слова и написанную саму музыку. Вроде бы, смотря на это, ничего страшного не обнаруживается, но зная, что человек по несколько раз слушает одну и ту же песню, которая в свою очередь очень эффективно запоминается, в вашем сознании будет плохо восприниматься и будут происходить определенные изменения. И думаю, многие замечали, как, не слушая песню, вы пели, вспоминая данную песню. И разве вы скажете, что это нормально? Любая музыка очень легко внедряется в ваше сознание и меняет многие настройки, при этом вы даже не будете подозревать, что так происходит, ведь слушая различные песни, вы хотите быть похожими на самого автора, быть похожим, как эта песня и все, что в ней происходит. Конечно, вы будете писать, что музыка помогает вам в делах, в работе, она успокаивает и бодрит, а также помогает справляться со множествами проблемами, которые у вас есть. Но это всего лишь иллюзия происходящего. Музыка специально так подействует на вас, чтобы заблокировать вашу думающую часть и активировать смирение. Предположим, что вы на работе, и у вас есть большое задание, которое нужно выполнить, и без музыки вам выполнять это задание лень и вовсе не хочется. Но как только вы включите любую музыку, то сразу заметите, как у вас поднимется настроение, как появится энергия, появится желание выполнить данное задание, и вы успешно начнете выполнять задание, и, вероятно всего, вы его выполните. Так происходит потому, что вы входите в ваш мини-замкнутый мир, где вы погружены в песню, которую вы слушаете, вам становится приятно, и вы с поддерживающим этим удовольствием будете выполнять поставленное перед вами задание. В этот же момент и происходит смирение, так как ваш мозг и сознание затуманены и не видят реальности. А в то же время, когда вы не слушали свои песни и видели задачу, которую необходимо выполнить, вы в данный момент понимали, как это вам не нужно, вам этого не хочется и никогда в жизни вам это не пригодится. Не слушая музыку, вы видите реальность, и поэтому у вас плохое настроение, стресс, депрессия, которые продолжаются долгое время, а все это происходит из-за того, что вы недовольны своей жизнью и окружающей средой. Естественно, такое происходит не у всех, но я рассматриваю именно большинство, и именно это я затрагиваю. В употреблении любимых ваших песен вы можете заметить, как авторы данных песен живут на высоте, с огромными доходами, с огромными возможностями и в целом с прекрасной жизнью. Когда всего этого у вас нет, поэтому у вас все плохо в жизни. А чтобы у вас не было данного состояния, вам приходится слушать музыку каждыми днями, на протяжении нескольких часов, и, возможно, вы даже не замечали, как у вас все плохо. Слушая песни, вы поддерживаете автора данных песен, и ваше сознание создает ту самую иллюзию, что вы находитесь на одном уровне с автором, и у вас есть все то, что есть у автора. Отсюда и радостное настроение, отсюда появляется желание выполнять определенные задачи, которые не хотелось. Отсюда все маленькие проблемы кажутся не проблемами, и в целом жизнь становится красочной и вдохновленной, что по итогу этого всего является не реальность, а иллюзия. Я знаю, что в некоторых религиях запрещается слушать музыку, как, например, в исламе, где музыку считают грехом, а также харамом. Лично я не привязан к какой-либо религии и не углублен в этой теме. Я говорю вам от своего личного опыта, поэтому не нужно привязываться к религиям. Если вы думаете, что музыка программируется только через наушники, то отвечу вам: нет, музыка программируется любыми другими путями, прослушивая через колонки, в общественных местах и другими путями. Если вы захотите воздержаться от прослушивания музыки на долгое время, и вы находитесь в общественном месте, где играет музыка, то не переживайте, на вас это не будет сильно влиять. Урон по вам проноситься не будет, так как вы не целенаправлены на прослушивание песен.
Нарушение вашего отказа от музыки будет в том случае, если вы целенаправленно будете слушать музыку в наушниках, а прослушивание музыки случайным образом в общественных местах на вас влиять никак не будет. Если вы создаете песни сами, то продолжайте заниматься данным делом, к вам это никак не относится, но все же можете задуматься над этим. Вы в любой день можете отказаться от прослушивания музыки и провести анализ, как музыка в целом будет на вас влиять. Уверен, будут большие изменения. Преимущества в отказе от прослушивания у всех будут проявляться по-разному. Основные из них — это выход в реальность, получение концентрации на многих вещах, то есть вы можете во время тяжелых задач зациклиться на одном, и вас ничто не сможет отвлекать, ну а если и будет что-то отвлекать, то гораздо меньше, чем это было раньше. Также будете наблюдать, что вы начали замечать некоторые детали в вашей жизни. Это может происходить на улице, если вы будете ходить, то раньше вы могли этого не замечать, а теперь будете. В отказе от музыки у вас рассеется туман в голове, и мысли будут выражены гораздо красочнее и детальнее. Возможно, со временем у вас улучшится слух, и вы будете слышать еще лучше. Но прежде чем воздерживаться от музыки, я хочу вас предупредить, что отказавшись от музыки, у вас будет плохое настроение, а также стресс и депрессия, и они будут весьма постоянно, но не всегда. Если вы готовы все это принять и готовы столкнуться с реальностью, то смело можете отказаться от музыки. Если вы на это не готовы, сомневаетесь и не хотите видеть реальную картину вашего окружения, тогда можете продолжать дальше слушать музыку и иметь при этом хорошее настроение. Если вы спросите, кому нужно воздерживаться от музыки, то я отвечу: это необходимо тем людям, которые попросту потерялись в этом мире и не знают, что делать, и не понимают, как стать успешным. Данный отказ поможет тем, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет видеть реальную свою жизнь и совершать действия, которые полностью изменят вашу жизнь до неузнаваемости. Некоторые люди считают вредно слушать современную и популярную музыку, а вот слушать классическую музыку — это очень полезно, и вовсе никакой вред она приносить не будет. Классическая музыка — это по сути такая же обычная и ничем не отличающая музыка от других, по сути такая же музыка, просто другого жанра. Естественно, она очень сильно отличается от современной музыки, но суть не в этом. Классическая музыка также вызывает огромное удовольствие и зависимость от прослушивания. Вы захотите слушать только ее, у вас в голове, прослушивая эти песни, будут также создаваться образы, которые также создаются от любой другой музыки. Конечно, классическая музыка будет давать меньше урона, чем другие жанры, но и не вредной она не стала. В природе не существует музыки, существует только пение и шумы, а зацикливание на музыке делает человека отклоненным. Сейчас в моем видео вы тоже слушаете различные саундтреки, и вы меня можете обвинить, что я сам использую музыку, но эта музыка всего лишь придает некую атмосферу для улучшения, как в фильмах. Она никак на вас действовать не будет, потому что, посмотрев это видео, вы забудете, какая тут музыка играла, и вы даже не вспомните, какие саундтреки тут играли. Так что фоновая музыка не будет плохо на вас действовать. В заключение могу вам порекомендовать все-таки сделать небольшой эксперимент над собой, а именно отказаться от прослушивания музыки хотя бы на 1 неделю, а лучше всего отказаться на месяц, чтобы увидеть больше изменений. Вы ничего не потеряете, единственное, что вы можете потерять, это само удовольствие от прослушивания музыки.